Что, всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 28, да, Алексей? 28 час дня. 28 апреля 2025 года, 13 часов 15 минут, но чуть раньше мы поняли, что у нас рубанула вся связь в Испании, вообще говорят, на территории всей Испании, Португалии, Андорры. У нас не работают, я записываю, но у нас не работают сотовая связь, телевидение, радио только одно мальчики поймали в машине. Red Eléctrica Española solo ha informado de que ha activado los planes de reposición en colaboración con las empresas del sector y que se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo. Bueno, te recuerdo que ahora mismo justo llevamos una hora ya de apagón en toda la península ibérica. Adif ha anunciado que el tráfico ferroviario se ha suspendido o que los metros de Madrid y Barcelona tampoco funcionan. Muchos semáforos se han ido a... И вот из этого радио они узнали, что Испания перешла на резервное питание, и у нас вот сейчас нету уже воды, то есть нет напора воды, какие-то магазины уже не работают. Мы как раз вот сходили в Lidl до этого, собственно говоря, Lidl, пока соседка говорит, еще работает, надо затариться сейчас водой питьевой, и телефоны не работают, связи ни с кем нет, никому не позвонить, только с соседями мы можем, значит, общаться. И появилась кнопка SOS на телефоне для вызова экстренных служб. В общем, вот такая у нас сегодня история войдет в историю, значит, нашей жизни в Испании, в Европе, поэтому записываю для того, чтобы как-то зафиксировать это, что ли, для себя, для вас. Когда это видео выйдет в эфир, то тогда уже, наверное, связь, вероятно, у нас появилась. Вот. Утром все было нормально, был интернет, была связь, была работа, общение и так далее. Вот ждем. В этом видео буду дальше рассказывать, что будет у нас дальше происходить. Пока мы дома, пошли мальчики покупать питьевую воду. Сейчас, как я уже сказала, 13 часов 15 минут, 28 апреля 2025 года. Вот такие у нас дела. Экстренное отключение всей, я так понимаю, связи на территории Испании, Португалии, Андорры. Что-то мне еще перечисляли мальчики. В чем причина, пока не ясна. Ничего не знаем, телевидение не работает, радио тоже. В машине включили, поймали только одну радиостанцию. Вот как-то так. Вот преимущество могу сказать, наверное, те, у кого стоят солнечные станции. Да, Алексей? Солнечные электростанции, тот, конечно. Вот сейчас, кстати, по радио мы слышали, что в Испании будет альтернативные источники энергии активно использовать и привлекать энергию от солнечных электростанций. Поэтому мы всегда говорили, что это перспектива, это будущее, это безопасность, как каждой отдельной семьи человека, страны в целом. То есть это все-таки, да, Алексей мне подсказывает, распределение энергии, в общем, не суть. Это суть в том, что солнце работает всегда, выключить его достаточно сложно, или энергию от этого солнца можно использовать. Поэтому, если у вас есть возможность, все-таки подумайте о том, чтобы установить у себя в доме или там построить солнечную электростанцию. Условия меняются, но тем не менее, это все-таки будущее, это какая-то стабильность, это какой-то источник независимости, своей энергии и так далее. То есть, возможно, здесь вот сейчас выиграют те люди, которые имеют свою солнечную энергию. Вот Алексей подсказывает, можешь рассказать, если хочешь, что у нас есть, как бы говорится, источник хранения энергии в аккумуляторных батареях, поэтому есть свет, есть какая-то такая резервная энергия, которую можно использовать. Но у кого вот есть целые солнечные станции, или там солнечная какая-то плантация сверху дома, тот, конечно, будет сейчас питать свой дом, вот за счет солнечной энергии, потому что много проблем это несет, и когда включится, неизвестно, когда появится у нас энергия, неизвестно. Вот так. Самое неприятное, что невозможно связаться с какими-то знакомыми, да, и, в общем-то, как-то пообщаться, поделиться, пообщаться, рассказать. То есть это нужно ехать куда-то, вот так. Поэтому у нас есть Багор. Да, как-то так. Друзья, мы сидели со светом, а оказалось, что света нет. Вот я вышел на свой инвертор и вижу, что энергия отключена. Уже отключена порядка 20 минут.
Аккумулятор у нас осталось 19% заряда. Ну, так как у нас работала плита, работал бойлер, воду грел. Вот сейчас мы все поотключали. Сейчас у нас дом потребляет, ну вы видите, можно сказать, почти ничего не потребляет. Будем экономить энергию. Ждем, что произойдет дальше, будем вас держать в курсе. Ну и благодаря вот этих вот солнечных панелей у нас питается еще микроинвертор и инвертор с батареей для зарядки аккумуляторов, телефонов, другой бытовой техники. Сейчас покажу, как это работает. Вот такой аккумулятор у меня литий-ионофосфатный находится в доме. Также присутствует такой микроинвертор. Ну и контрольная панелька чисто для зарядки телефонов. Благодаря этой солнечной панели мы и заряжаем сейчас телефоны. То есть такая нехитрая система, но позволяет быть на связи с заряженными телефонами и с возможностью условно вскипятить чай, если вдруг газ закончится. Но газ у нас пока тоже есть. Значит, я продолжаю дальше. Мальчики наши съездили в магазин, купили воды, еды. Самое главное, это, конечно, питьевая вода. Хорошо, что все сообразили мы, соседи. Вот, что они выяснили? Выяснили, что не работают светофоры, естественно, на всех улицах. То есть полицейские выехали все это регулировать в ручном режиме. Соответственно, наверное, ну, не работают какие-то средства, как сказать, безопасности в домах. У нас не работают ворота, не работает входная дверь. То есть мы все зациклены на единой электросети. То есть для того, чтобы все-таки чувствовать себя в какой-то безопасности, я еще раз прихожу к выводу, нужно иметь дома солнечную свою маленькую или большую электростанцию, которая позволит, с аккумуляторными батареями, которая позволит жить в каком-то автономном режиме какое-то количество времени в день. От чего будут питаться холодильник ваш, там можно заряжать телефоны, хотя куда звонить, если связи нет, да, но тем не менее, то есть можно достаточно нормально находиться дома в какой-то безопасности такой своей, вот. Ну, а у нас, естественно, наверное, вот все записи к врачу, все собьется, потому что все на этом зациклено, кассы и так далее. Но, тем не менее, у нас хорошая погода, солнце светит. Кто-то приехал, кстати, мы видели сейчас, прилетели отдыхать на море, люди летят. Ну, поэтому для тех, кто не знает, я еще раз могу вам сказать, что наша компания на территории Испании устанавливает солнечные панели, солнечные электростанции для домашнего и для коммерческого использования. То есть все ссылочки всегда у нас под видео, в описании к нашему каналу. Пишите на WhatsApp, если удобно, Telegram, либо на нашу электронную почту. Оставляйте заявки, все посчитает наш специалист, создаст проект, расскажем, установим, сделаем, и вы будете пользоваться всегда своей солнечной энергией. Ваш дом не будет обесточен, у вас будет источник энергии. И если у вас есть хоть какая-то возможность поставить это, установить, то многие говорят, это дорого, это нерентабельно, невыгодно, я и так, я и сяк. Мы вот тоже всегда ходили с телефонами, всегда думали, что в нашей электрической розетке будет ток электрический, и там можно и готовить, и воду из крана налить, и никогда ничего не произойдет. Но вот то, что сейчас происходит, еще раз доказывает, что все-таки нужно иметь какой-то независимый источник своей энергии. А это вот солнце сейчас светит, может прекрасно заряжать, и вы всегда можете, хоть пусть без связи, но без телевизора, без радио, но вы можете жить полноценной жизнью в своем доме, не экономить воду и так далее. То есть у вас будет холодильник работать, ну, как-то так. Поэтому переходите по ссылке, пишите, звоните, заказывайте. Все возможно рассчитать, установить и так далее. Будете... Все отключено. Estamos buscando el radio. Охренеть просто. Радио. Слушай, я через телефон лучше вижу. Ну, кстати, действительно. Ну, потому что у тебя там выдержка. Радио где-то здесь было. Нет, вот здесь я не вижу. Hola, perdona. Так, ну что, мы выехали купить баллон газа, так как
Неизвестно, сколько мы будем находиться без света, а на всякий случай пусть будет лишний баллон, потому что у нас есть барбекю, у нас есть газовая плита и у нас есть инвертор с батареями, который... То есть часть электроэнергии есть, мы себя обезопасили, воды купили. Время уже 13:50. Я периодически вам озвучиваю время. 14:50. То есть мы уже 3 часа, по-моему, с часу нет света, 3 часа мы без связи, без света, с 12:30 даже меня поправляет Станислав. Ну и радио мы периодически слушаем, радио 98,9 FM. И вот мы слышали, что и Сантьяго де Компостела без света полностью, то есть это северная, да, северо-западная часть страны. Опять-таки из Мадрида, аэропорт в Мадриде тоже, там на источниках резервного питания. Ну, также говорят про госпиталя, что все на источниках резервного питания, и вот на улицах не работают светофоры, а мы едем за газом. Следующая новость, то, что объявили, сейчас закрываются рестораны, потому что действительно нету ни света, ни интернета, ни воды, и стали закрываться рестораны. То есть те Lidl, которые имеют сверху солнечные панели, они работают, и продажа идет, паники ни у кого нет, все спокойно, радостно, весело занимаются. Народ идет на пляж со стульями загорать. Да, кто приехал на отдых, тот отдыхает, конечно, но тем не менее, вот такая у нас история. Сейчас купим газовый баллон. Кстати, я вам скажу, сколько стоит у нас газ нынче в Испании. Так, ну что, мы заехали, думали заправиться, еще заправка не работает с Сепса, едем на другую. Вон табличка на этом. Не работает, да, заправка закрыта. Ну, едем на другую, заодно купим газовый баллон. Так, эта заправка уже, похоже, забита, и здесь газа нет. Ладно, едем на другую. Lidl уже здесь тоже закрылся. Ну, вот, как-то так. А, кстати, погода хорошая, несмотря ни на что. Панели, кстати, есть на заправке. Ну, вот здесь у этого Lidl тоже солнечные панели, но он уже закрылся. Видимо, резерв 3 часа или сколько там вот. А на заправке что? Солнечные панели на заправке, она и работает. Ну, пока работает, да, пока солнышко светит. Ну, там уже битком все заправляются машины. Вообще такого здесь не бывало. Есть автономные системы, которые с аккумуляторами, а есть, которые только в сеть отдают. Если сети нет, то инверторы тоже отключаются. Это тоже очень важно. Многие не просчитывают. Ну, мы да. всегда рекомендуем устанавливать Обращайтесь к специалистам. ту систему, чтобы она при полном отключении оставалась и питала дом. Ну да. Ну вот мы проехали здесь по нашему региону. В одном месте поймалась сеть, была сеть, то есть чуть-чуть интернета мы схватили. Новости прочитали вот мальчики, что это Португалия и Испания. Ну, это новости Эль Паис. Они пишут как бы о своей стране, да, то, что это отключение такое массовое в Испании и в Португалии. Причин не указано там, но обещают, что в течение 6-9 часов все починят, все восстановят. Будем надеяться, что это так. Вот. Собственно, вот такие маленькие новости я буду вам периодически сообщать. Можно в этом. Что, Алексей, не работает? Она, конечно, вышла бы и поставила. Не работает, короче говоря, заправка. Да, касса не работает, она только воду продает за наличку. И газ тоже купить нам. Газ можно купить, да, она говорит, мы просто просили. Цена та же, все, ничего не поменялось. Ну, не стали покупать, да? Пропан, 21 бутан, 17 пропан. Ну, вот такая вот. Вот такой вот у нас денечек сегодня выдался. А страну басков уже запустили. Международный день рабоходора. Работника. Страна басков уже... Отдыхайте, скажет. Да? Ну, пишут тогда. Пишут. Значит, да. Ну да, так что это, в принципе, наверное, скоро все у нас зафункционирует. Вот так вот. Ну что, мы с музыкой. Света пока нет. Сотовой связи тоже, но зато в 19 часов, сколько сейчас? 8 минут нам дали, наконец-то, воду. А мы слушаем музыку. Ну что, 19 часов 30 минут. Мы вышли позаниматься спортом.
У нас дали воду где-то полчаса назад. Ну, вот я рассказывала. Дали водичку, вообще это шикарно, но мы даже успели искупаться в бассейне. Кстати, вода нормальная, хорошая водичка, можно плавать. Искупаться в бассейне мы успели. В общем, у нас сегодня день спорта, день здорового такого, жизненного позитива. Утром у Алексея было немного работы, но затем судьба распорядилась так, что все-таки нам надо было заняться собой, семьей, сделать выходной, почитать книги, пообщаться с соседями. Это тоже очень важно. Обсудить что-то, сходить в магазин, следить за новостями, записывать для вас ролик, рассказывать вам вот эти новости жизненные. А сейчас заняться спортом. Поплавать, походить, побродить. В общем, мы идем на прогулку, занимаемся спортом, пешим, так сказать, проходом в спортивной форме. 19:30. Ну, надеемся, что, возможно, нам сегодня вечером дадут свет. Но не дадут, и ничего страшного. Экстренная связь сотовая у нас есть на одном телефоне. Поэтому сообщить, как говорится, маме мы смогли, Алешиной, что у нас все в порядке. Поэтому вот так вот, собственно говоря. Ну, остальное нам не нужно. Фильмы и так далее. У нас есть книги, целая огромная полочка. У нас есть игры, у нас есть много чего интересного. В общем, все, мы гуляем, мы занимаемся спортом, ходим по красивым дорожкам, оздоравливаемся, так сказать. Сегодня день у нас вот такой. С одной стороны, такие новости, с другой стороны, зато классно. Можно провести время с семьей и заняться своими какими-то мыслями. Ну что, друзья, ну чтобы Испания сидела без света дома, нет, конечно, нет. Все кафешки работают, битком забиты, генераторы работают, какие-то развлекательные какие-то команды выступают. То есть народ вот весь сидит в барах, там, с одной стороны, с другой стороны. Так что все, жизнь продолжается. Испания без бара, это, по-моему, такое просто невозможно даже представить. Ну что, 8 часов вечера, дали интернет, включился, то есть сотовая связь у нас есть, и появилось электричество. То есть все у нас в порядке. Ну, практически с 12:30 до 20 часов 00. Вот такая ситуация у нас была. Ну, в принципе, нам хватило на аккумуляторах, то есть у нас не было проблем, мы могли готовить с помощью газа, и нам хватало аккумуляторов заряжать свои телефоны и пользоваться там какими-то необходимыми вещами. Поэтому самое главное все-таки иметь такие средства вот на всякий случай. А случаи бывают разные. Поэтому, если есть возможность солнечные панели, еще раз, в 100-й раз повторюсь, то лучше установить здесь вот как бы в жарких регионах, солнечных странах лучше все-таки иметь такие вещи, причем с аккумуляторами, аккумуляторными батареями, чтобы все это дело аккумулировать и пользоваться уже энергией. Вот, на этом у нас сегодня все. Слава богу, все к вечеру удачно разрешилось. При этом никто из местных не терял присутствие духа, все там радостно ходили, гуляли и так далее, занимались спортом, кто что, там пили сервесу, в общем, общались с соседями, все как бы нормально, на позитивчике все это пережили. Надеюсь, что этого не будет повторяться. Вот такие у нас были сегодня новости, такая была сегодня ситуация. Все, всем удачи, добра, хорошего настроения, и главное, чтобы не было таких вот ЧП, пусть у вас все будет спокойно. Ну и ставьте солнечные панели, вооружайтесь средствами такими энергетическими, чтобы не было таких ситуаций. Все, пока, чао-чао.